Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. В этом ролике сделаю небольшие предподготовки перед компанией картошки. Это поработаю с прутами картофелекопалки, ну и обкашу остатки ботвы до проса там на поле. В следующем ролике уже непосредственно приступим к первому в жизни использованию механизированного труда. В детстве копал картошку, ну в детстве не считается. В детстве не копал, а страдал. Самое ненавистное для меня я всю жизнь ненавидел картошку в детстве. Не, есть-то вкусно, но копать ее, это беда целая. Никогда не думал, что свяжусь с ней. Ну да ладно. Сейчас считаю картошку самым стратегическим продуктом. Блин, она такая вкусная, и ел бы ее бесконечно. Потому считаю, что нужно иметь свою картошку. Магазинная невкусная, какая-то сладкая. Сколько покупали раз, никогда не нравилось. А своя домашняя самая лучшая. По картофелекопалке все думал там наваривать, либо подрезать. Мне там советовали подрезать, подварить. И то хорошо, и то хорошо. Потом один человек написал пруты мягкие и посоветовал просто загнуть их. Ну, я тут уже попробовал, действительно. Прут мягкий. На рельсе, положить, молотком пару раз стукнуть и все. И не надо тут заморачиваться ни со сваркой, ни с чем. На одном попробовал, понравилось. Думаю, вполне этого хватит. Небольшого загиба, чтобы картошку не травмировать, когда она вот так ходуном ходит и отстреливает картошку. Ну, я думаю, этого вот так вот вполне хватит. Ну, время покажет, насколько там надо сильно загибать. Сейчас ближе покажу. Бьется слегка током, как говорится, надо успокаивать это, пруты. Кто смотрит ролик, давно уже канал, там автовеломото компания, с которой я воевал там по поводу плугов, навески. Звонят они мне. Говорят, не хотите купить у нас картофелекопалку? Говорю, я ж купил уже. Говорю, а какие у вас? Маргонские появились. Говорю, так обменяйте мне на новую. Говорю, у меня новая, отдам вам. Станислав, там этот менеджер, главный по продажам. Вроде булки мял, там мял что-то. Типа, ну да, можно. Но по итогу уже прошло с этого звонка, наверное, месяца 2. Так они не решились поменять. Ну, не знаю, я считаю, вот такого, наверное, достаточно. Хотя я, конечно, не работал с ней ни разу. И не знаю, как она себя ведет. Только по советам я смотрел, что там кто-то говорил, что она запуливает. Попробуем. В таком виде получилось. Слегка подзагнул. Время покажет. Еще также советовали смазать подшипник. Вот я не знаю, я туда... Как туда доступ-то? Ну, с подшипником бог с ним. А вот тут есть какая-то масленка у меня. Может быть, здесь что-то можно смазать. Z-образный стабилизатор. Маятник, короче. Ну, вот я смотрю, что этот... Пробочка эта, как масленка, она пустая, сухая. Вот здесь явно, что смазки нету. Так, здесь что-то мы смазали. Что еще? Больше никуда и доступа и нету, чтобы что-то смазать. Ну, пока что на этом все по смазке. Сейчас пойдем косить. Вкратце, ну или не вкратце, по огороду. Я уже не показывал, не снимал, но тут у меня... Ну, блин, сейчас вот покажу где-то. Особенно вот здесь, вот в этом районе. Сначала картошка шла, росла, отцвела уже. А потом проса пошла, куриная проса это. По итогу проса было чуть ли не с меня ростом. Но мне не было дела до этого, потому что не было возможности заниматься огородом. Дети у меня ходили, прос отрывали эти головки, но его настолько много было, и оно все равно без конца росло. По итогу я взял на высоте, это где-то недели 2 назад, на высоте, когда прос еще было не осыпающееся, косой, фрезой скосил все к черту. Дети потом вместе с детьми в кучке свалили все это просто. Ну, сгребли, свалили. И межборозенное пространство я сделал типа предокучивание такое. Также межборозенное пространство заросло. Окучниками проехался туда-сюда. И уже стало значительно меньше. Оно, что стянуло само, что так высохло.
Ну, в общем, вот так вот. Вот в той стороне уже видно, слева от вас, получается. Там я уже поскашивал все. Ну, сейчас вот здесь пробегусь. Правда, конечно, оно такое, она на фрезу одевать, металлическую. Бо чувствую, что леска не возьмет. Слишком нагрузка большая. Будет рваться просто и все. Ну, сейчас, значит, поработаем здесь. Погода вообще ужас. 30, 30, 30, каждый день 30. Вообще это крайне нерабочая температура. Все, скосил я эту херотень. Сейчас, наверное, еще сделаю, так скажем так, предварительное окучивание, чтобы чуть-чуть углубиться, чтобы картофелекопалка захватывала. Ну и заодно траву эту проса там или что пошевелить, чтобы подсыхала. Еще надо, может, граблями пройтись, но такую жару тут, блин, не хочется. Но попробуем как есть. И уже в следующей серии буду пробовать копать, насколько она пойдет. Вот сейчас в тени 30. На улице, на солнце кошмар. Для копания самое то. Земля не сырая, не сырая, и я думаю, картошка будет хорошо выкапываться. Подножку я с прицепа убрал, потому что как-то задом сдавала, она вечно неровно стояла, а под углом вниз. Как зацепил, вывернул ее к черту. Закрутил и вывернул, я не заметил. Ну, когда начал цепляться. Так что решил вообще убрать от греха подальше.
Основные предварительные работы окончены. Скошено, убрано. Сейчас вот с семьей траву убираем, чтобы меньше путалось. И, в общем-то, можно копать. Что-то вон туча какая-то гремит. Сейчас уже зальет. Тогда будет недокопание. Ну, это, в общем, в следующей серии все будет. Копание.